еще один аят, в котором Всевышний Аллах говорит: «Балиль инсану аля нафсихи басира». Поистине человек знает себя лучше. То есть человека как человек сам, как вы себя знаете, и никто вас так не знает. То есть тебя, так как ты знаешь себя, никто из людей так тебя не может знать. И по этой причине здесь есть несколько выводов. Первый вывод – это человек должен понимать, что я такой, о котором про меня говорят. То есть я такой хороший, которого так хвалят. Если это не так, то я должен стать лучше. То, как меня хвалят. Или же наоборот. Я такой плохой, о котором говорят. Нет, то тогда и не обращай внимания, а делай то, что предписано мне Всевышним Аллахом. То есть стремлюсь быть лучше. По этой причине это как раз таки говорится о том, что ты не должен обращать внимание на то, что про тебя говорят. Хвала или же плохое, все, что про тебя говорится, это тебя никаким образом не улучшит перед Всевышним Аллахом. Ты просто можешь из этого взять какой-то айбра, то есть имеется в виду пример, или же какую-то мудрость из этого извлечь, да? Но это никаким образом не должно быть тем, что тебя как-то успокаивает, либо как-то огорчает. Потому что это люди. Они не знают то, что ты сам пережил. Они не знают то, что ты знаешь. Они знают, что у тебя внутри находится. Почему и как. По этой причине даже у Фирауна, у Намруда, у самых худших людей, про которых Всевышний нам рассказал, даже у них были те, которые их любили, и те, которые их ненавидели. Очень редко мы встретим человека, у которого все любят или все ненавидят. По-любому есть вокруг любого человека. Поэтому то, что про тебя говорят плохо, это еще не значит, что ты плохой. И то, что про тебя хорошо говорят, это не значит, что ты хороший. Поэтому, опираясь на слова людей, нельзя исправлять себя. Если бы опирался бы Фираун, вот, пожалуйста, опирался, вокруг него были люди, которые говорили хорошие вещи, но это был Фираун. Это был злодей, который уничтожал людей и убивал детей, и воевал против пророков. Никаким образом то, что про него хорошее в то время говорили, это не является что хорошее. И по этой причине то же самое и плохое. Были пророки, про которых плохо говорили. Они этим не стали плохими, потому что они знали. Они отчитывали себя. Как Умар радхаллаху всю жизнь себя отчитывал. Он всегда говорил: «Хасибу анфусакум кабля ан тухасабу». Исправьте себя, отчитайте себя, осудите себя до того, как вас осудят и отчитают. Когда человек именно вот искренне подходит к себе. А зачем мне кто что скажет? На самом деле ли я прав или права? Или это просто я для успокоения нахожу слова людей, чтобы как-то успокоить свой эгоизм? Если я прав на самом деле, то прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы наставил меня на этом пути, укрепил. Но если я не прав, то исправь меня, о Всевышний. Дай мне правильный путь просить и искать истину, задумываться. Афаля та'акилюн, а разве не размышляете, разве не думаете, а разве у вас нету акля, то есть мудрости или же ума нету? Валлаху алям.